Всем огромный привет! У нас сегодня прям солнечно, прекрасная погода. И у меня сегодня прекрасное настроение. Наконец-то, девочки, приехали мои еще две орхидеи, которые я ждала в той первой самой посылочке, которую мы с вами открывали. Вот эта коробочка. Но здесь должно быть две орхидеи. Получается, я-то заказ сделала, 3 орхидеи заказывала. Но они оказались в разных альбомах. До меня это потом дошло. И альбомы, я так поняла, не отправляет Оля вместе. Ну, в общем-то, кто раньше приехал, какой альбом, тот и приехал раньше ко мне. Вот второй альбом подъехал чуть позже, и вот в этом альбоме уже те две. Но я надеюсь, что две. Девочки, я уже боюсь даже прогнозировать и ванговать. Ну, судя по весу, то, наверное, все-таки и по размеру вроде как две. А вдруг опять одна? Ну, посмотрим. Короче говоря, сейчас будем с вами открывать. Я спешу открыть, потому что очень переживаю, как они доехали. Предыдущая орхидея. Девочки написали: Аня, она шикарная. Фаленопсис. Видите, падает свет из окна. Вечернее солнышко. Написали девочки, что очень стойкий, классный сорт. Девочки, на листике на верхнем пигментация. Я думаю, так и должно быть. Это никакое там не пятно, ничего, именно такая пигментация. Она постепенно, листик растет, она расходится. А, еще пришел комментарий от девчонок, что, девочки, кто-то из вас написал, что вы главного не сделали, вы не избавили орхидею от мха, в котором она в стаканчике в этом приехала, от садовника. Девочки, я не считаю, что это прям такая необходимость сразу лезть в корни, потрошить орхидею. Если я вижу, что там мох нормального более-менее качества, он без всякого запаха какого-то, не грязный там какой-то, тем более это сеянцы, они только, может, пару месяцев назад высеяны из фласки. И там очень такой свежий, классный мох, приятно пахнущий. Ну, я не знаю, у меня есть орхидеи, которые уже несколько лет просто обложены. Вот, например, одна из них, та, которая у меня не расцвела бабочкой. Это не потому, что я на нее обиделась и не дала ей там кору или какую-то посадочку. Это франгмей свит, да? Должна была быть бабочка. У меня вот такой вот сейчас боровичок-простачок. Видите? Так вот, эта орхидея вот прекрасно растет. В своем, там у нее был, по-моему, размер 2,5, был стаканчик из мха садовника. Я ее из этого мха вообще только немножко сняла, часть мха, которая была такая, ну, на мой взгляд, не очень качественная, такая засоленная, что ли. Ну вот, смотрите, как растут корни. Здесь просто вокруг обложена моим мхом и помещена вот горшочек бусинка. Кстати, я смотрю, что уже нужно поливать корни вот даже вот здесь. Внизу уже в подстегном блюдце. И она прекрасно себя чувствует. Прекрасно. Вот эти верхние листья домашние. А когда я ее высаживала вместе с остальными, прошло время после покупки, я ее потрошила. Не ее, а остальные там дендробиумы у меня были, тогда пришли вместе с этим фаленопсисом. В общем, я всех пересаживала, мне в комментариях написали, а эту я просто обложила новым мхом и посадила в больший объем. И мне девочки написали, как же так? Ну, ни разу не пожалела, растет себе, радуется. И лучше даже других выглядит. Так что вот так, девочки. А вот даже покажу те, которых потрошила, в кору переводила. Он такие вот несчастные, он желтит лист. Но зато она в коре, кора мох. Но я думаю, если бы я ее лучше оставила, так она, может быть, сейчас уже была больших размеров. Да, кто это, кстати? Я потеряла бирочку. В общем, так, все, девочки. Сейчас
мы с вами сейчас откроем посылочку. Это недолго, потому что там орхидеи. Но я надеюсь, что там не одна, а две. Очень надеюсь. Я прямо здесь возле хоечек устроилась, девочки. Ой, на подоконнике. Да елки. Да елки-палки. Сейчас, подождите минуточку. Я только... Сейчас, девочки, прорежу вот эти края. Так. Тут что-то я никак не могу попасть. Хорошо, девчонки, скотчем так прихватили. Вот, все. Алартик просто открывался. О, надеюсь, что две, а не одна. Очень надеюсь, очень. Потому что накладная, вот накладной мы сразу... Фу, девочки, две. Вот здесь вы сразу можете... Это такое новшество от Ольги. И цена, и число, и название. Вот это первое под номером 1. Посмотрите. Phalaenopsis celebes Wave Smile Swan. Вот их вообще мало пришло. По-моему, штук 30. Значит, мне повезло немножко. Но я еще не знаю, повезло ли мне. Но в том плане, что я одна из первых. О, такая перфорированная бумажечка. И здесь красоточки. Я не знаю, в каком они состоянии пришли, но там было вот на этом первый номер был с 2 листиками. По-моему, Оля писала, что в теплице они придут такие себе. Так, тут что-то еще. Какое-то пожелание. Давайте мы его прочитаем. Пожелание. Коли любов справжня, то ростеш, а не зменшуєшся під неї. Угу. Да. Так. Понятно. Достаем орхидеи. Так, номер 1. Я не знаю, кто это. Они обе 1,7. Одну я вообще говорю, вот та, которая под номером 2. Я ее давно хотела. И вот она у меня в руках. Вы удивитесь, но это Joy Spring Canary. От Joy. Это такая классненькая, желтенькая, веселенькая орхидейка. Девочки, ну вот здесь корешков прилично. И, кстати, тургор хороший. Я думаю, что она уже в тепличке была напоена. Вот такая цяця с растущими корнями. Но пока она еще будет у меня жить, конечно же, в этом стаканчике какое-то время. Может, недельку. Она акклиматизируется. Видите, вот даже вот предыдущая посылочка с той первой орхидеей. Кто не видел, посмотрите предыдущее видео, да? Или не предыдущее? Да, предыдущее, по-моему, да? Там, где я показываю распаковку той единственной орхидеи интересной, там вообще не было тургора. Здесь тургор прекрасный. И корешки видно, что такие веселенькие. Так что девчата их там немножко подпоили зельем. Так, что у нас туточки? И туточки у нас еще одна орхидейка. Такая хорошая, интересная крафтовая бумажка. Очень приятная, по-весеннему приятная. Так, убираю коробочку. А вот это та самая, которых пришло только, по-моему, 30 штук. Какая-то вот редкая. У нее 3 листа, слава богу. Но видите, она вся шатается. Она шатается. Чего ж она так шатается? Ну, вижу, корень идет от шеи. Надо будет ее зафиксировать. Вот она. Вот ее название. Девочки, ставлю картинки. Но она так, видите, пошатывается в горшке. Вроде как и корни есть, да? Смотрите, в стаканчике. А почему-то сама орхидея шатается. Ой-ой-ой. Ну, 3 листика, не 2, а 3. И они вот такие, видите, а-ля шелерианы.
а-ля парфюмерные фабрики, да. Ну, шиллерианы у нас такие в основном, да, парфюмерки. Ну, в общем, вот такие вот. Ну, вот эту вот Joy Spring Canary, Canary, вот ее, девочки, давно не было. Это очень интересная такая орхидея. Мне давно очень ее хотелось. Она редко бывает, и вот наконец-то она появилась. Ну, мне захотелось. А это вот прям какая-то такая тоже нечасто бывающая в заказах. Очень интересный фаленопсис. Видимо, там родословная у нее такая богатая. И очень саженцы, видите, пришли такие. С ними надо аккуратно. Ну, тургор есть. Видимо, девчонки их полили. Но я сегодня прям побежала. Увидела, что приехала посылка. Я, девочки, сразу помчалась, не откладывая в долгий ящик. Такие две красоточки у меня есть. Я вот сейчас покажу ту, которая уже... Слушайте, ну главное, чтобы ничего не отвалилось. То я мотыляю, лучше не трогать. Сейчас покажу ту первую, которая приехала, мы с вами распаковывали. В каком она уже состоянии. За сколько там? Ну, за неделю, наверное, да? Возможно, неделя прошла. Может, даже меньше. Пока я ходила, искала... Девочки, пока искала орхидею, солнце село. Да не, на самом деле пришел Жорка с прогулки, мыла лапы. Вот та, вы ее узнаете, которая приехала буквально вот неделю назад. Вот какая она сейчас. И вот этот листик у нее вот с такой пигментацией. Видите, девочки? Вот такая пигментация. И цветок же темный, поэтому и лист такой интересный. Спросите, кто не смотрел видео, что это за орхидея. Вот видите, вот она в этом стаканчике еще, ну вот мох. Я вытащила вот с такого пластикового и поставила просто в стакан. Видите, вот. Кто это? И сейчас я вам скажу, кто это. Она же была такая несчастная. Смотрите, какая она красавица. Так. Вот так она называется. Fuller's Sunshine. Либо написано и Sunshine вариант, и Sunshine. Ну, очень классная орхидея. Я вам покажу, как она цветет. Видите, вот такой вот у нее интересный листик. И посмотрите, как она набралась. Она же была вообще никакущая. Помните, мы ее с вами обрызгали с двух сторон. HB101. С HB101 полили. Вот она вот такая красотка. Вот. Она по сравнению с этими уже просто за неделю подросла. И лист, смотрите, как вырос. Вот. Для сравнения, посмотрите, кто не видел видео, увидите, какой был этот чахлык и как пошел. В общем-то, с этими надо будет тоже проделать то же самое, но не сегодня, потому что я вижу, что они влажные. Укладывать их на полочку я не буду. Они, видите, с хорошим тургором. Видимо, отпоили их уже по приезду, справились. Так что они более или менее в нормальном состоянии. Единственное, что надо будет следить, чтобы вот орхидея не болталась вот так. Потому что если она будет болтаться, ну, корни будут закукливаться. Они не желают расти, если она будет болтаться. Вот такой баклажановый цвет листа, но точно как у шиллериан. Такая, девочки, красота. Я ждала 3 вот эти орхидеи в одной посылке. Ну, приехали они 2 рейсами. Так что вот такой мой выбор фаленопсисов этой весной. Вот за эту весну я получила вот такие 3 фаленопсиса. Не знаю, кто-то из вас больше любит пышноцветущие, пилоричные. Ну, мой выбор пал вот на эту троицу. Я не знаю, почему так случилось, но так мне захотелось. Теперь я буду ждать, наверное, конец мая, начало июня посылочку
с не менее интересными орхидеями. Да, я вам рассказывала, там будет фаленопсис, но не обычный фаленопсис. Фаленопсис, которому надо создать условия. Ну, им всем надо создать условия, думаю, что этим тоже. Этот, кстати, после адаптации отправится, наверное, на полочку к шиллерианам и стюартианам. Из-за того, что у него такой симпатичный, необычный цвет листа. После обработки, конечно же. Так вот, я в свой новый заказ, который я сейчас формирую, пересматриваю, я пока не подтвердил бронепродавец, я там то добавляю, то удаляю. У меня постоянно, каждый день я себе прокручиваю в голове, что бы я хотела, чтобы... Ну, я даже там сначала положила в корзину, понабронировала таких орхидей, которые я потом поняла, почитала про них внимательно, что они в моих условиях будут только мучиться. Если орхидея, ей нужна стопроцентная влажность, я не смогу ей создать в своих условиях стопроцентную влажность. Поэтому я, конечно же, их все-таки долго облизывалась там, думала, добавляла, бронировала, потом поудаляла брони, потому что я поняла, что это буду я мучиться, нервничать, и орхидея будет болеть. Поэтому, конечно, с фаленопсисами, ребят, проще. Но есть орхидеи, которые хорошо принимают наши условия, а есть, которые не очень. Так что не буду вас томить. Тут у меня в вечерних лучах заката доцветает уже моя прекрасная Дарлинг. Прям не хочется с ней прощаться. Кстати, девочки, у многих фаленопсисов сейчас на старых цветоносах появились почки. Появились почки новые, и они будут цвести летним цветением на старых цветоносах. Некоторые выпустили новые цветоносы, но не многие. Так, доцветает тут мой красавец от Мету. Красавец. Уже доцветает. Тоже ароматный, вкусно пахнет. Тетраспис отцвел, но еще дует бутончики на своих интересных таких цветоносах. Так что, девочки, вот такие вот дела. Здесь у меня не сильно многочисленно по растениям, но что-то да есть. Фаленопсисы вот завтра буду здесь поливать. Уже, короче говоря, попросыхали. Вот здесь еще сегодня я рассматривала... Ой, что-то у нас там творится. В прошлом году я покупала Микки Пич 31,76, по-моему. Вот вижу, тоже уже подсыхает. Но я, девочки, честно вам скажу, не сильно в восторге от его цветения. Я еще думаю, оставить его себе или не оставлять. Он уже адаптированное растение, пересаженное в галтованную кору. Мох здесь сверху, внутри немножко мха. И вот здесь чуть-чуть хочу вам показать, вот буквально чуть-чуть, вот коковолокно, закрытая система. Но он растет, все, но его цветение меня, я вам скажу, не сильно впечатлило. Не сильно. Так что я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, как будет в новом сезоне. Но вот сейчас он не цвел. Но я заметила, что некоторые орхидеи, некоторые фаленопсисы очень часто цветут в летний период. Вот у него в прошлом году был цветонос, видите, вот. И я ждала в этом межсезонье, но он, как это говорят девчонки и мальчишки, продинамил. Как молодежь говорит, продинамил. Ну, с другой стороны, он наращивал корни, наращивал листики, поэтому отдыхал. Вот здесь уже моя дорогая растит красивый листик. В общем, все идет своим чередом, девчонки и мальчишки. И вот кто-то, может, захочет. У меня есть несостоявшаяся бабочка. Это орхидея свиту. Мне заказ был у орхидеи свиту когда-то. Это вот, смотрите, спот леопард. И вот это вот уже
не первое цветение. Мы цвели уже со всех сторон. Я надеялась, может быть, с какой-то другой с пазухи она все-таки пилоричная процветет. Она уже просто отцветает, выцвела. Но вот такой вот желточек, стандартик появился. Возможно, тоже буду пристраивать, искать ей заботливые, хорошие ручки. Долго, кстати, адаптировалась, как ни странно, но все-таки все нормально. Цветет охотно, но не так, как хотелось бы. Хотя, в принципе, у нее стандартный цветочек, тоже очень красивый, аккуратный. И если бы не прошло, если бы сейчас было только начало цветения, это был бы более яркий, красивый вариант цветения. Но сейчас уже я вам показываю под конец цветения. У меня просто немало желтых орхидей, поэтому эту я могу, конечно, отправить в заботливые, любящие ручки. Так что вот так, друзья мои. Так что всех обнимаю, всем мира и добра. Буду сейчас немножечко обрызгаю вот эти две дамочки по приезду. Ну, просто от насекомых. Даже не буду поливать. И отправлю адаптировать. Все. Пишите, какие у вас были новиночки в этом новом сезоне. Что вы там прикупили. Будет всем интересно почитать. Девочки, ну я сама в шоке. Как за неделю, даже меньше. Да, за неделю подрос этот карапуз. Я в шоке. Он же приехал такой малявкой. А в этом стакане вот просто переставила. Он кажется вообще взрослым. Все, всех обнимаю. Пока-пока. Мирного неба.